Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, июль 2023 года. Что мне по судьбе? Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И выполним этот таро прогноз, таро расклад на двух колодах. Это у нас будет колода романтического таро. Но это только название. Состоит она из старших арканов только. Вот мы у нее узнаем, что по судьбе. Достанем, что, по мнению карт, может быть, будет для вас наиболее актуально в течение месяца. Или какая сфера жизни выйдет на первый план. И вторая колода у нас 78 дверей. Как раз значение, какие двери перед нами раскроются, какие возможности. Это сугубо метафорические карты. И я думаю, как раз будут более понятными. Вы сможете переложить образ карты на какую-то свою ситуацию, прочувствовать интуитивно. Итак, что для козерогов, как видят? Июль месяц. Что будет актуально? И у нас выпадает карта Иерофанта. Это когда у нас все вообще-то должно быть по правилам, по какому-то регламенту. Вообще так, как вы любите. Это сильная позиция достаточно. Это следование традициям, закону, какому-то порядку. И у кого-то просто может проиграться оформление документов или что-то более важное, вопросы личной жизни. Вплоть до венчания могут пройти по этой карте. Но это еще карта учительства. И проходит как мы можем обучаться, или это мы можем обучать. Если меня смотрят преподаватели, вполне вероятно, должность можно новую получить. Или, по крайней мере, продумать свою карьеру, потому что явно будут какие-то возможности. В этой колоде проходят и люди вот такой специальности, которая помогает именно нам решить какие-то свои вопросы. Ну, давайте теперь на колоде 78 дверей мы узнаем. Первую карту достанем, что войдет в мою жизнь. Или что придет на мой порог. Ну, войдет, скорее, со значением, какие двери передо мной будут открыты, возможности какие-то. Может быть, это будет закрытая где-то дверь. И тут в значении этой колоды есть еще одно, как ключи. Как найти этот ключ? А какие двери будут закрыты? Или какое дело вы, может быть, завершите? Давайте узнаем, что у нас в стадии завершения. Условно разобьем июль месяц на 3 декады. Первая декада 10 дней. Вторая, как карты видят для вас, месяц. И третья. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес мы также достанем по одной карте и посмотрим энергетику. Итак, как видят карты июль месяц для козерогов? Ну, прекрасно. Шестерка жезлов сразу у нас начинается, что войдет в мою жизнь, или каковы двери, какие они открыты для меня, какие возможности. И здесь обратите внимание, человек открывает дверь, то есть вы сами открываете дверь, и 6 жезлов – это какая-то победа. Успешно решить какой-то вопрос или какие-то вопросы по карьере я могу предположить, потому что у нас все-таки выпадает Верховный Жрец. И значение я уже сказала. Для кого-то из вас это может быть решение вопросов в суде, но тогда при какой-то нашей защите, при наших интересах мы тоже побеждаем, добиваемся желаемого. А еще надо сказать, Верховный Жрец – это карта свободы, поэтому буквально у кого-то и это значение, как будто мы от чего-то освобождаемся, и победа наша тоже как будто нам обеспечено. Тут два может значения даже для кого-то проиграться. Но нет как будто закрытых дверей, если мы говорим, да, по одной карте, что какие возможности перед нами открываются. И все в наших руках, ведь это мы открыли дверь. Обратите внимание на метафорическое изображение этой карты. Человек входит в зал, и люди ему аплодируют. Вот какая-то такая, мои дорогие козероги, у вас будет как победа, так и возможность решить тот или иной вопрос. И, видимо, это как главное событие июля. Ну, а что вы завершаете, давайте спросим. Если была какая-то, вот, кстати, по карьере, да, или в планах у вас была поездка, или, возможно, переезд, смена места жительства,
вот эти вопросы вы можете завершить. Или смена работы, с чем-то вы можете тут определиться. Как будто тоже, посмотрите, нет закрытых дверей. По сути дела, у нас какие-то возможности. И это сама по себе карта, восьмерка кубков. Как будто человек оставляет какое-то свое пространство, в котором он находился до этого времени. И врата Вселенная сама открывает. Опять же, нет каких-то препятствий. Вы можете завершить любое дело и сразу же как будто вступить на новый путь. Поэтому, ну, прекрасные перспективы. Как и, повторюсь, какое-то дело обустроить, то, что для вас сейчас, ведь у каждого по-своему как-то шестерка жезлов проиграется. У кого-то одно, может быть, небольшое какое-то дело, которое вы задумывали, а у кого-то что-то более глобальное может стоять на повестке дня. И опять же, нет каких-то препонов, значит, мы можем как и завершить что-то, так и в будущее с оптимизмом смотреть. Восьмерка кубков, посмотрите, человек входит в эти распахнутые ворота, он видит горизонт, так и перед вами пути все открыты. Давайте мы посмотрим, что у нас по декадно. Вот интересно, поступаем мы точно по закону. Посмотрите, в этой карте Верховный Жрец, вот он так выглядит. У нас получается две карты. И значит, вопросы традиции, законности какого-то порядка, когда мы не перепрыгиваем через какую-то ступенчатую иерархию, когда мы признаем эту иерархию, какие-то законы, любые, как и вселенские, так и какие-то законы, которые негласные, да, может быть, тоже. Это все имеет значение. Это карты раз две нам выпадает, значит, говорят, что нас как будто будет закон защищать в том случае, если и мы поступаем, как это предписано. По этой карте также могут проходить какие-то вопросы, которые, или эта первая декада будет посвящена тем вопросам, как согласование какое-либо. Или мы можем принять во внимание, с учетом восьмерки кубков, что я решил обучаться чему-то новому. И вы пойдете либо на курсы, либо у кого-то это совпадет с поступлением, может быть, и тут победа нам тогда тоже обеспечена. Как построить свою карьеру, как решить какие-то вопросы вплоть до судов, как мелкое какой-то тоже вопрос решить. Нет ничего невозможного. Благополучный месяц в целом, дела, работа, да и бизнес, я бы сказала, тоже. Так и согласование в высоких инстанциях, так и взаимодействие для кого-то из вас, мои дорогие козероги, проиграется как другой круг общения. Все-таки у нас две статусные карты выпадают с учетом карты победителя и восьмерки кубков, когда перед нами горизонт новый открывается, новые возможности. И как изменить свой собственный статус, так и, я бы сказала, свое качество жизни. Вот это самое главное. Вторая декада по жезлов. И есть какие-то новые начинания. Если мы говорим, двери открыты, вот то, что вы запланируете на вторую декаду, как будто, ну, здесь у нас показан молодой человек, который входит, уже готов войти в дверь, и его как будто ждут. И вот у вас будет благополучный период что-то для себя совершить, и как будто вы найдете отклик по любому вопросу. Это может, конечно, у кого-то в личной жизни проиграться, как будто не просто нет как препятствий, а есть и люди, которые вас готовы поддержать и рады видеть. И поэтому, если мы говорим вообще энергетика второй декады июля месяца, она также крайне положительная. Но с учетом именно этой метафоры, этой карты, у нас молодой человек приходит в гости и какая-то личная жизнь. Это могут быть какие-либо подарки, или это могут быть признания ваших заслуг, может быть, в денежном каком-то эквиваленте. Получаем буквально какие-то деньги, или выстраиваем, ну, может быть, как-то по-новому отношения с руководителем. Тогда вас больше замечают, и нам говорят, что уже какой-то ваш авторитет есть. И тут как и предложить вам могут какую-то работу. Вот даже в той организации, где вы сейчас находитесь или на службе, есть возможность, да, улучшить именно в плане статуса что-то. Так и может быть признание вас как какого-то узкого специалиста. Вот это самая награда у кого-то и по работе, по делам может проиграться. Ну а если бизнес, то вы тут останетесь довольны. Тут какое-то партнерство тоже может быть. На все сферы жизни практически как ни перекладывай, как и первая декада месяца, так и вторая. Здесь больше какой-то практической просто реализации. А здесь согласование или взаимодействие
в высоких инстанциях, с людьми, представителями власти, или те, которые занимают очень высокие посты и имеют какие-то рычаги влияния, и значит, как-то вы впишетесь в любую ситуацию. Свои вопросы, мои дорогие козероги, точно можете решить. Благополучные 2 периода. Давайте окончание месяца посмотрим. Вообще интересная карта, обратите внимание, у нас тоже нет закрытых дверей, то есть практически на целый месяц нет каких-то зримых преград, когда нам что-то мешает, или кто-то нам какие-то препоны создает. Ну, мы еще откроем остальные карты, но вот так вот в целом, правда, благополучный период. Но по рыцарю жезлов, посмотрите, как будто едет рыцарь, и он в доспехи одет, но вместе с тем у него нет ни меча, ни жезла, то есть он не собрался с кем-то воевать, но он хорошо защищен. И едет, видно даже по карте, что он словно едет медленно, и рядом у нас нарисованы двери, вот как явно какой-то либо замок, либо башня, либо, может быть, крепость даже. И нам показывают, как будто птицы оттуда вылетают. Будут новости, будут какие-то неожиданности, будут, может быть, не случайные случайности. И рыцарь, он словно готов к этому. Дверь сама по себе открыта, но вот эта готовность его к тому, что ничто не бывает постоянно. Вся наша жизнь состоит из перемен. Вот, наверное, эта готовность, она и есть где-то тот ключ, который нам может помочь увидеть какие-то наши шансы в том или ином деле. Или как ту возможность, скажем, мы ее тоже должны рассмотреть. И, значит, должны быть где-то наготове. И, кстати, к альтернативным вариантам развития событий, вот как раз по этой карте мы тоже должны быть готовы. И от чего-то, скорее всего, не отказаться. Почему? Даже если нам поначалу это кажется, ну, как-то темновато, непонятно. Или я планировала что-то другое, а здесь как-то обстоятельства могут пойти не так. Тем не менее, мы взаимодействуем с миром, потому что для нас даже в каком-то совершенно, ну, непредполагаемом месте могут быть новые перспективы. Даже так. Или приходят какие-то новости, значит, тоже переосмыслить, потому что и с новостями, и информацией какой-то к нам тоже может прийти в последнюю декаду месяца что-то очень важное. И здесь больше у нас конкретно жезлы показывают, то есть есть какой-то напор наш такой эмоциональный, да, когда мы что-то хотим осуществить. В принципе, мы готовы ко всему. И значит, это тоже достаточно сильная позиция. Нас сложно удивить, кстати, по этой карте, понимаете? И даже если все идет где-то вокруг вас, наперекосяк, то мы именно ищем способы, пути, как какое-то свое рациональное зерно найти или какую-то свою возможность, и мы ее обязательно находим, потому что мы готовы к любому варианту развития событий. Давайте мы с вами посмотрим. Дела, работа, бизнес. 7 жезлов. И в большинстве колод, ведь это у нас карта говорит о том, что какое-то есть соревнование. Здесь нам на метафорических картах не показывают как раз никакого соревнования, взаимодействия. Здесь показан человек. И он как будто в гроте задвигает камень, вход точнее в грот. И мы не знаем, может быть, он и отодвигает наоборот, или пытается войти. Нам достаточно физически крепкий персонаж изображен, и значит физических сил у нас на любое дело, задуманное нами, хватит. Будь то мы сами как будто закрываем двери, либо мы их хотим открыть. Видимо, разные будут ситуации, и по-разному придется где-то действовать. Нас ничто не должно застать врасплох, но мы должны где-то, знаете, разумно рассчитать свои силы или какой-то свой потенциал. Вот этот будет момент очень важен. И о себе много все-таки не рассказывать, потому что больше карта, ну, так намекает на то, что, скорее всего, закрывает этот вход. Человек, изображенный на карте, как будто хочет что-то скрыть. Он хочет оставить что-то себе, либо это принадлежит ему, или он не хочет что-то афишировать, или быть открытой книгой, словно, да, для всех. Или это, может быть, касается его имущества. Вот у кого-то могут буквально пройти вопросы, связанные с жильем, или, может быть, и с переездом, с какими-то согласованиями. И
Несмотря на то, что как бы вот очень позитивный верхний ряд, когда я сказала, да практически победа уже сразу в кармане, и вы сумеете правильно провзаимодействовать абсолютно с разными людьми, даже с людьми, наделенными властью. Но, видимо, самому о себе, но много мы не рассказываем, все свои планы не выдаем, и все равно что-то мы оставляем, я бы сказала, в секрете. И будем готовы, что действовать придется нам где-то по-разному, ловчее, хитрее. Ну, наверное, пойдем по ситуации, и тогда мы все решим. Нет тут какого-то табу, понимаете? Нет именно той какой-то концепции основной, когда вот я сказал, буду действовать вот только так и никак иначе. Нет, тут может быть как-то дверь, да, или этот камень, который вход в грот закрывает. Либо мы его закрываем и как будто спрячем, замаскируем, мои дорогие, под внешний вид этого грота или этой скалы. Либо, если нам нужно самим туда войти, значит, мы откроем в свое время. Поэтому вот где-то мы рассчитываем сами на себя, но гибкость определенная от нас нужна. В зависимости от того, какая ситуация вокруг, так вам где-то и придется действовать. У нас ведь тоже персонаж изображен один на карте, и никого поблизости нет, значит, ну, какой-то элемент тайны, он все-таки присутствует. Или это ваша какая-то задумка, которой тоже еще не время афишировать что-то вы еще либо не определились, либо еще что-то поменяется, или какой-то этап предстоит наперед. Ну, вот продумайте с подсказками вашей интуиции, как это переложить на ваши задачи, которые вы себе планируете. Что у нас по финансам? Какие-то альтернативные варианты нам придется использовать. И правда, для кого-то из вас это может означать завершение прежней работы и переход на новую работу. У кого-то это может произойти спонтанно, внезапно. У нас карта пятерка кубков. И здесь самое главное, надо нам рассчитывать на себя. И самое важное, посмотрите, дверь закрыта. И дверь как будто горит. Женщина выглядывает в окно и кричит о помощи. Она надеется на то, что кто-то будет проходить мимо и начнет ее спасать. Но нам показывают, никого нет. А между тем огонь уже поднимается ко второму этажу. Что нужно сделать? Нужно прыгать. Но по карте нам показывают, что женщина явно не прыгала никогда. Для нее это вот этот сам прыжок, это как прыжок в неизвестность. Она просто боится. И поэтому от какого-то принятия важного решения по финансам это может быть сопряжено с делами, работой, бизнесом, с какой-то перестройкой, вот может быть, да, реструктуризацией. То есть что-то мы должны сделать первый раз. И есть такое, знаете, чувство страха буквально. Но мы совершенно, нам точнее, необходимо сделать этот прыжок, квантовый скачок. Потому что как будто других вариантов у нас нет. Но мы можем упустить время или на кого-то понадеяться. Поэтому рассчитывайте по финансам, нам здесь не говорят о каких-то тратах, но в целом у нас уже выпала карта победителя, поэтому деньги будут, это точно стабильный период. Но говорить о том, чтобы мы куда-то вот так достали деньги, что-то купили, у кого-то ведь могут быть в плане покупки, наверное, не в этот месяц, потому что мы можем потом либо пожалеть, либо, знаете, ситуация вот сродни вот этой может проиграться, правда, почему нет? И надо сказать, на июль месяц Венера, как раз планета любви, комфорта, гармонии и денег, с 23 июля будет в ретроградном движении. И будет такой элемент, что мы можем как будто, ну не совсем может быть красивое слово, но очень емкое, слить буквально деньги. Я имею в виду, мы что-то приобретаем или потратимся на то, что в последующем не будет иметь для нас смысла, цели, или мы можем пожалеть, или, может быть, какой-то прибор мы купим, а он потом выйдет из строя. Тут разные какие-то варианты. Поэтому вот с деньгами нужно быть аккуратно. В общем-то, нам об этом тоже говорит карта. Но есть возможность улучшить свое финансовое обеспечение в плане прогресса, то есть на какое-то будущее. Нам же все-таки говорят, что прыгать надо, мои дорогие козероги. То есть предполагается прыжок в будущее, даже если мы никогда прежде этим не занимались. Это может быть какая-то новая работа или вид деятельности, который для вас, вы там чувствуете себя как учеником или новичком, а как будто совершить этот прыжок
нужно. Поэтому с пересечением смысла работы, если это проигрывается, то не раздумывайте долго. Мы должны на что-то быстро соглашаться, или какой-то новый вариант для нас как будто будет в плюс и откроет новые перспективы. Личная жизнь. 13-й старший аркан, не про смерть, я надеюсь, все правильно понимают, это трансформация наша, и мы должны оставить прошлое в прошлом. И обратите внимание, двери открыты, что-то мы должны, видимо, завершить и выйти из одних дверей и войти совершенно в другие. Что-то завершается, и это значит, если одни двери за нами закрываются, это другие перед нами открываются настежь, мои дорогие. Об этом вам хотят сказать карты. Нет ничего невозможного на июль, но от вашей где-то решимости, мужества, мудрости, правильного расчета. Все-таки мы собой не рискуем просчитать, как будто мы должны. Но у вас две карты иерофанта или верховных жрецов, как будто вы дважды мудры и знаете все, как поступить или как решить ту или иную задачу. Но, может быть, где-то какая-то нерешимость, или мы никогда так не поступали, и мы можем так немножко топтаться на месте, замешкаться, и поэтому вот те песочные часы, которые держит старец, напоминание о том, что мы где-то зря можем потерять время, пытаясь что-то из прошлого притянуть или начать что-то из прошлого заново. Поэтому у кого-то это может касаться, все-таки на личную жизнь выпало буквально отношение. И если прежде уже какая-то история не сложилась, поэтому нет смысла заново что-то начинать. Или у кого-то из вас, если вы в паре и у вас все хорошо, значит, это старший аркан. Вокруг вас, мои дорогие, могут быть какие-то обстоятельства, когда вам придется в вашей паре, в вашей семье принимать какие-то важные решения или действия совершать, которые совершенно тоже из области иррационального, так как вы не делали, что-то переигрывать, перестраивать, как-то улучшать. Выходите где-то из привычного, может быть, вашего состояния или с привычного ритма, может быть, для кого-то из вас даже это будет, повторюсь, если связано с переездом, то это тоже может словно нас пугать, потому что мы там не были. Это буквально мы боимся посмотреть правде какой-то в глаза, что есть какая-то реальность на сегодняшний день. И поэтому вот так мудро оценить обстановку вокруг вас. Тем более меня смотрят люди из разных стран, и здесь не только личная жизнь, это старший аркан, он может быть в любой сфере проигран. Увидеть, что есть по факту для вас вообще будет важно. И может быть как раз оценив правильно обстановку, быстрее вот этот прыжок получится совершить. Или какой-то квантовый скачок, решиться на что-то, или работу тоже поменять, или переезд осуществить. Может быть тот переезд кому-то придется, когда собрался и подпоясался и пошел. И ведь тоже так, как будто по карте 13-го аркана тут мы сами в центре внимания. Не наши какие-то там вещи, материальные блага, назовем это, да, или какой-то материализм. Нет, вот мы сами ценность, и как будто не нужно терять время. А из всех ценностей материальных, которые изображены на этой карте, по сути дела, это только погост и те цветы, которые изображены на памятнике. Как будто ничего у вас уже не держит. Оставляйте прошлое в прошлом. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.